мы придумали песню, просто 4 строчки. «Дом, где мое сердце, дом, где мое сердце, дом, где мое сердце, я сердцем с тобой». И мы зашли туда, потому что мы не знали, что мы увидим. Я как-то уплыл от группы и бубнил эту песню. И вдруг из-под горы пледов кто-то сказал: «О, я тоже умею петь». Я сначала не понял, откуда, кто сказал, и эта гора зашевелилась, и вылезла оттуда маленькая, я не знаю сколько, она очень маленькая девочка, очень. 4 года, в таком дутике, который дутик, куртка была розовая, которая казалась ей как будто плащ. Вот она такая совсем крошечная, нежная девочка. И мы стали петь с ней эту песню, и мать стояла немножко в стороне, держалась, крепилась, в итоге подскочила к ней, схватила ее и обняла очень крепко. И в этот момент все клоуны сбежались уже на эту песню, мы обступили их кругом, просто обняли и вот пели эту песню «Дом, где мое сердце, дом, где мое сердце, дом, где мое сердце, я сердцем с тобой». И мне кажется, просто увидеть свою дочку, которая поет, несмотря на то, что она утратила только что свое детство, дорогого стоит. И вынести, конечно, это было нельзя. И то, что ее прорвало и вскипела эта нежность между ними снова, а не просто крепящийся человек, который думает, что вот сейчас я каменный, и я сейчас спасу его, вот как-то согрело и нас, и их. Вам кто-нибудь из них снится? Нет, никто не снится. У меня просто есть средства, у меня есть суперсредства, как сделать так, чтобы люди не снились, не приходили во снах. Я пишу, я записываю эти истории и таким образом как бы фиксирую их. Знаешь, есть такие шарики снежные, ты их так трясешь, там пурга. И вот они такие залитые, в них есть картинка, ты ее, если прочитаешь эту историю, она оживает. Если ты его поставишь, этот снег опадает, она просто стоит у тебя на полочке, к ней всегда можно вернуться, открыть, прочитать, закрыть и оставить. Вы можете прочитать нам пару таких историй? Прочитаем. С февраля 2022 года в Европу выехали более 6 миллионов украинских беженцев. 1,5 миллиона из них – дети. Мы продолжаем рассказывать их историю. Сегодня мы приехали в Ригу, чтобы поговорить с Игорем Наровски. Он больничный клоун. До 2022 года он работал в отделениях детских больниц, а с весны 2022 года волонтером встречал беженцев на границе Украины и Польши, работал со своей командой в центрах временного размещения в Польше и Германии, а еще ездил в Украину и работал в бомбоубежищах, в центрах размещения переселенцев и в больницах. Мы рассказываем историю этой трагедии глазами клоуна и чем он может помочь человеку, который решился дома и потерял своих близких. Магия клоуна, особенно вот в работе с беженцами, заключается в том, что клоун, на мой взгляд, единственный герой всей этой истории, который едет к этим людям не с помощью,
а за помощью. У клоуна это такой персонаж, у которого ничего никогда не получается. Он самое уязвимое звено в любой ситуации. И он как бы ныряет под самый нижний слой человеческой уязвимости и становится вот прямо накаленной, раскаленной уязвимостью. И люди, видя этого персонажа, в них пробуждается ощущение: «О, я смотрю, как он страгл, как он мучается в этой ситуации, и я могу ему помочь, потому что его ситуация легко решается. Я могу дать ему руку и вывести его из этой ситуации». И когда человек встречается с этим ощущением, что во мне есть некоторая сила, я не самый уязвимый здесь. Вот посмотрите на этого дурака. Я могу ему помочь, он таким образом помогает себе тоже в этот момент. Потому что когда человек оказывается в ситуации, когда все ему помогают, в нем, разумеется, есть благодарность, но он не встречается с ощущением, когда он может что-то. И клоун — это ощущение: смотри, ты можешь, у тебя есть твой опыт, у тебя есть твои знания, у тебя есть твоя сила, ты можешь помочь мне. Вот этот процесс клоун налаживает через игру. Он может, если это ребенок, например, он может занять позицию, скажем, если он бежит от войны, и здесь разыгрывается игра, где, там, условно, я играю акулу, он сам так решил, что я акула, и он сейчас будет от нее убегать, то у него есть конкретный объект, от которого он убегает. И убежав от него, он закрывает эту внутри себя потребность, что ага, это случилось, я это сделал, вот угроза, вот я спасся, со мной все хорошо, теперь я буду догонять его. И таким образом клоун провоцирует человека быть сильнее, чем он думает, что он есть на самом деле. Доктор Клоун — это тот элемент в системе больничной, который возвращает гуманизм в систему больничную. Это важно, потому что, попадая в больницу, человек, во-первых, переживает изоляцию, во-вторых, он переходит из личности в пациента, меняется его идентичность, он как бы стирается, он перестает быть, он лишается своих каких-то атрибутов, которые делают его уникальным, своих игрушек, своей комнаты, своего имени, порой просто палата номер 7. Больничная система не заботится о эмоциональном состоянии, мире и переживаниях. И вот эти вот три элемента клоун закрывает. Клоун заходит и создает
внутри палаты пространство игры, где ребенок, во-первых, может пережить эмоциональную составляющую, что с ним происходит, что я чувствую, чего я хочу сейчас. У него возвращается ощущение контроля, клоун его возвращает ему, потому что он задает вопросы такого рода, типа «можно, нельзя», «да» или «нет», «хочешь, не хочу», вот это все. Он может клоуном руководить, вот встань здесь я нормально стою, нет, не нормально, вот перейди сюда, перешел сюда, нет, не нормально, вот туда перейди, о, все, отлично. И как бы он снова в такой активной роли. И эта безопасная атмосфера игры позволяет ребенку быть ребенком. Насколько эта реальность схожа или отлична от реальности ребенка-беженца? Она немножко отличается, чуть-чуть, мне кажется, в каких-то нюансах, потому что часто все-таки родитель в больнице в более, давай скажем, выгодном положении. Родитель, который оказался без дома, без страны, со статусом беженца, не может очень часто дать ребенку ощущение, что все хорошо, что все будет хорошо. Это не обязательно должно быть сказано словами, просто он смотрит на родителя и думает: окей, все будет хорошо, он сейчас не разрушается, глядя на меня, я могу на него опереться. С беженцами ребенок часто не может опереться на родителя. Часто родитель опирается на ребенка, он становится сверхродителем, очень контролирующим, держащим ребенка при себе постоянно, боящимся отпустить, не понимающий, как дальше, как нам строить отношения, о чем говорить, о чем не говорить, если говорить, то как. Это все. Плюс, а что со мной? То есть они оба вдруг оказались в одинаковом положении. Вот это, мне кажется, ключевое отличие. Значит, это история из Теско в Пшемишель. Теско — это центр. Центр помощи, да, беженцев, бывший Теско. Огромный, да, ангар. Женщина сидела на раскладушке, упершись головой в металлическую балку, подпирающую потолок. Робин присел к ногам женщины. Она отвела глаза, ее руки таяли в ладонях Робина, полупрозрачные. Сквозь кожу проступал голубой узор вен. Она сжимала руки Робина и благодарила, и уже не благодарила, а благословляла. «Я желаю вам, чтобы вы никогда не видели того, что видела я». Ей нужен был свидетель, кто-то, кто услышит ее историю. И Робин слушал. «Я из Харькова. Такой красивый город, и вдруг, как упавший с крыши сугроб, был. Харьков был таким красивым». «Я бывал там», — сказал Робин. «Были?» — удивилась женщина. Она внимательно вглядывалась в Робина. Бесцветные глаза, что-то блеснуло в них. Блик солнца в золоте купола, и вдруг радостно. «Вы знаете Нетеченскую набережную? Я помню, как гуляла по ней с внучкой.
Взгляд стал стеклянным и с болью. Я помню, как вылетело стекло. У меня отнялись ноги. Земля теперь скользит. Выскальзывает из-под ног, понимаете? Я все ищу такое положение, чтобы я встать с этой раскладушки могла. А то лягу, а встать никак. Земли нет. Конечно, ходить я уже не смогу. У вас такие добрые глаза. Пауза. Взгляд. Мне пришлось оставить всю свою библиотеку. Пауза. Воспоминания. Ничего этого уже нет. Робин слушал, вглядывался в глаза. Чем пристальнее, чем внимательнее он всматривался, тем более явным виделся ему этот переход. Соткано из света. «Вы невероятно красивы», — сказал Робин. «Спасибо», — смутилась женщина. И вдруг: «Я вам желаю никогда, слышите, никогда такого не испытать». Она сжала руки Робина крепче. «Ангел». Снова пауза, взгляд, два сострадания. «Ваши коллеги уходят», — прервала молчание женщина. «Идите, идите. Вам еще других веселить». На лице женщины колебалась нежная улыбка. Она снова оперлась виском об балку. Уходя, Робин прикоснулся к ее спине, из которой торчали острые лопатки. «И правда похоже на крылья», — подумал Робин и пошел, спотыкаясь о мешки и борта раскладушек, к выходу. Пол уплывал. Клоун не может прекратить войну, но приостановить ее хотя бы для одного человека, хотя бы на короткий момент, пока они вместе, в его силах. Почему вы вообще решили поехать на границу и почему решили работать с детьми беженцев? Как это случилось? Я, когда узнал, что началась война, я был в Индии. У меня было очередное путешествие туда. И в ашрам, где я находился, кто-то принес... То есть там уже было 6:30 в этот момент утра. Люди уже ходили, и кто-то принес газету. И я просто так как бы через плечо увидел две фотографии. Зеленский, Путин, и что-то взорвалось. И что-то на непонятном языке. Ну, было понятно, что конкретно произошло, потому что это накалялось. В этот момент я столкнулся с ощущением, помимо шока и всего этого, с ощущением беспомощности, непонятно, что теперь делать. То есть энергии очень много, ее хочется что-то сделать, но непонятно как. Через 4 дня мне написала Ирена Голуба, психотерапевт, сказала: «Слушай, нужны клоуны для работы онлайн в бомбоубежищах. Можешь помочь?» Я говорю: «Могу». И проводя вот эти вот первые зумы с этими детьми, которые находятся, кто-то в какой-то комнате, зашторенные окна, кто-то в каких-то подвалах, кто-то целыми семьями в одной комнате сидит. Я почувствовал, что вот это то, что я должен сейчас сделать, потому что просто я чувствую себя лучше. Поэтому я должен оставаться действенным. Я должен помочь себе сейчас, помогая другим людям тоже. И мне кажется, важный такой психологический момент. Одно дело эмпатия, когда я сочувствую, но это эмоция. Другое дело сострадание, это, во-первых, выбор и плюс действие. И вот это вот сострадание другому человеку, тем, как я это могу, в той форме, в которой я могу это преподнести, оно, вот этот выбор и действие меня спасают самого. И, собственно, за этим я и пошел. Содействие. Содействие, да. Кто-то написал: «Ребят», прям на страницу нашей организации: «Ребят, вы нужны вот в центре помощи». Мы сказали: «Окей, да, попробуем». И мы стали работать здесь, в Риге. Я подумал: хорошо, нам нужно двигаться
в сторону эпицентра, чтобы ловить людей в максимально кризисном положении. Что это будет? Давай поехали на границу. Сложилась такая нелепая ситуация. Те люди, которые выбрали уехать и уехали, им оказывается очень много поддержки сейчас. Вот в тот момент, в 2022 году, это был вот этот сам переход, мы назвали его вот просто между собой буфер любви. Там было какое-то потрясающее скопление людей, которые были готовы просто на все, чтобы поддержать каждого. А те, кто остались, они оказались в ситуации изоляции. К ним мало кто решался поехать. Я договорился, я рассказал, познакомился вообще на конференции в Гааге, на клоунской конференции мировой. Познакомился с Сьюзи Фергюсон, клоунессой из Шотландии. Мы с ней познакомились и сразу поняли, вот мой партнер, вот мой тот самый клоунский партнер, которого я всегда искал. Я ей сразу предложил, слушай, давай поехали. Мы никогда не выходили вместе. Она сказала, да, давай поехали. И мы в июле 22 года поехали во Львов. Там я организовал работу с клоунами, работу в центрах переселенцев, работу в больницах и работу с семьями. То есть приходили родители и дети. И эта сессия «Родители и дети» выпала на воздушную тревогу. И когда мы делали эту сессию, по сути, это то же самое путешествие, только это теперь родители и дети играют в это воображаемую страну чудес. И прозвучало за 5 минут до начала прозвучала сирена. Я не был даже уверен, что люди пойдут, но они пришли, спустились, и мы стали играть. Где-то 2 часа мы играли. Мы шли, какие-то были упражнения, дети с родителями там что-то делали вместе, там нужно было всей группы там сделать какое-то магическое существо своими телами и двигаться этим существом по бомбоубежищу. И потом мы все подходили к месту, к как бы такому магическому порталу, все брались как бы вот так вот за руки, получался такой круг, и каждый мог взять для себя то, что для него важно сейчас, пройдя весь этот путь по этой стране чудес. И кто-то там, женщина, у которой война совпала с онкологией, вот она узнала, что у нее онкология в этот момент, была там. Отец был явно очень с натянутыми отношениями с его мальчиком. И какая-то женщина сказала, вы знаете, игра к
кажется безопаснее, чем бетонные стены бомбоубежища, она сказала. Этот отец достал, он сказал, я вот беру себе любовь к сыну. Было видно, что он не может сказать это ему прямо, он даже не может посмотреть на него в этот момент, но просто озвучить это как бы в воздух, в группу, в этом бомбоубежище было уже очень большим шагом для нее. Довольно сложно работать индивидуально, когда вокруг тебя еще носится 10 человек и требуют твоего внимания. Поэтому как-то родилось такое новое решение делать создавать истории воображаемые, когда у тебя ничего нету, но у тебя есть воображение, и мы можем на этом пустом кафеле или там ламинате между раскладушек создать целую историю, как мы куда-то, зачем-то двигаемся. Вот мы условно подошли, смотри, что там, там обрыв, что нам нужно, окей, перебрасываем канат, мы перебрасываем воображаемый канат, кто-то начинает идти, там, о боже мой, окей, прошел, второй прошел, кто-то боится, этот идет обратно, берет его за руку, ведет, появляется какая-то новая ситуация для этих детей. Они играют в воображаемом мире, при этом у них совершенно новые роли, а роли реальные. Это реальные люди, которым он по-настоящему дает руку, по-настоящему ведет через воображаемую пропасть по воображаемому канату. Но прикосновение реальное и взгляд реальный. Я сейчас тебе помогу, я тебя спасу, не бойся, все хорошо. Это говорит 8-летний 7-летнему. Возможно, он повторяет какую-то фразу, которую ему говорит родитель. Что в это время делают и как реагируют вообще родители? Родители, когда мы сделали все это путешествие, мы там скакали на каких-то разноцветных лошадях, они выбирали себе краски, какого цвета лошадь, летели на воздушных шарах, переходили через эту пропасть. И в конце мы шли к порталу. И там должно было что-то произойти. Воображаемая карта говорила, вот еще столько-то шагов, сюда, вот сюда. И вот мы пришли, и мы дали им красные носы. То есть они появлялись, исчезали, они вытаскивали их из шляпы, надевали. И этот нос, поскольку за ним стоит история, он уже совершенно по-другому хранится ребенком. Поскольку этот нос становится таким переходным объектом, достаточно его взять, и ты вспоминаешь весь опыт, который ты прошел за этим носом. Тебе не просто дали игрушку, смотри, проходи, вот твоя койка. А ты что-то сделал для того, чтобы его получить, и теперь это символ. После этого одна женщина стояла, наблюдала за этим всем. Они просто ходили, они снимали все это. И одна женщина подошла и сказала: «Спасибо, вы отвели наших детей в страну чудес сегодня». И мне кажется, для взрослого, который находится в состоянии беспомощности, когда он не знает, не находит тех слов, как поддержать ребенка, пытается подавить свое эмоциональное состояние, чтобы ни в коем случае он не почувствовал, что он в растерянности, он сам не знает, он сам потерян. Видеть, что его ребенок играет и смеется, бегает, как будто бы ничего не произошло, мне кажется, это очень важный для родителей опыт.
оказываясь в Украине, как бы такой очень двойственное ощущение. Есть ощущение, что все в порядке. Как бы люди занимаются своими делами. Они гуляют, как в любом другом городе, светит солнце, как в любом другом городе, открыто кафе, как в любом другом городе. Но как бы тенью этой всей истории нависает то, что как бы фонит таким, или сквозит, такой сквозняк такой непроговоренного ужаса. Нет места в этой стране, нету такого места, где ты можешь сказать: вот сейчас я в безопасности. Включаются какие-то такие процессы вот у меня, которые я о чем я никогда не думал. Например, я был в Киеве, была воздушная тревога, мы легли в коридор вместе с Сьюзи. Я впервые подумал: а что если сейчас вот прилетит вот в эту стену, и у меня не будет головы, и я перевернулся ногами к окну. Это как бы такие маленькие, или там ты делаешь выборы, которые никогда до этого не делал. В какой стене сесть, например? На каком этаже сесть лучше? Или, например, я заметил, что если здесь я смотрю на небо, как на что-то приятное, то там я стараюсь не смотреть на небо, потому что небо — самая опасная территория. Оттуда все прилетает. Мы были во Львове, когда ночью туда зазвучала сирена, и мы проснулись от какого-то взрыва. И его ни с чем не спутать. Мы вскочили, мы бежим сразу же в бомбоубежище, и там сидят украинцы. То увидеть людей, которые уже давно в этой ситуации находятся, и они спустились, вот это от этого леденит. Я все это рассказываю, чтобы показать, в какой атмосфере живут люди и какую атмосферу они перестали ощущать. То есть она все равно там, она циркулирует в их психике, но просто стала фоном обычной жизни. Это не значит, что они не разрушаются. Это значит, что они просто не замечают этого больше. Вы чувствовали в какой-то момент, находясь внутри или работая с беженцами снаружи, с выехавшими людьми, что вы перестаете справляться с тем, с чем вы сталкиваетесь? И если чувствовали, как вообще клоуны, как можно сохраниться все время, взаимодействуя с людьми, находящимися в такой ситуации, сталкиваясь с эмоциями, с их горем, где вот эта грань «вывожу, не вывожу»? Не вывожу, как правило, когда остаюсь один, когда я принадлежу только себе. Потому что как только мы стоим напротив друг друга, я вижу конкретного человека, и все исчезает, мысли исчезают. Я больше не думаю о том, что может произойти. Вот передо мной живой человек, и он смотрит на меня. И война в этот момент прекращается. Она как бы приостанавливается на момент, пока мы смотрим друг на друга, пока мы что-то делаем, когда в этом есть юмор, пока мы играем, пока есть легкость между нами, пока мы готовы делать абсолютно дурацкие штуки
просто ради друг друга, как бы празднуя друг друга. Как только это заканчивается, и там я снимаю нос, и мне завтра, например, из Львова ехать в Киев, если Львов — это сел на такси или на маршрутку, и за час ты уже у границы перешел, то 7 часов в поезде в сердце страны, вот, и никакой игры в этом больше нету. Вот в таких ситуациях я чувствовал, что это очень страшно. Очень важно, что я никогда не был один в этот момент. Что у меня всегда были партнеры, с которыми мы каждый вечер, мы уже на берегу договаривались, что вот у нас вот так вот строится день. Мы работаем, и вечером мы обязательно садимся за стол, и мы обсуждаем, мы разговариваем, мы говорим о своих эмоциях, что мы пережили, что было страшно, что помогло, как ты важен для меня и так далее. Это такой... то, что держит на плаву всегда. Что чувствуете, когда выходите оттуда, когда пересекаете границу обратно? Есть какое-то ощущение, какое-то изменение, трансформации какой-то? Да, это вот к вопросу о том, как отсутствие безопасности на самом деле убивает внутри что-то. Вот этот километр между пограничным контролем украинским, паспортным, и польским, вот как только мы преодолели этот смешной километр, я сдал паспорт, мне поставили печать, я прошел и вышел в Польше, все, что накоплено вот там за 2 недели в Украине, оно вдруг схлынывает со слезами буквально. И появляется вдруг снова ощущаешь, что такое безопасность, насколько она важна в человеческой жизни. Как мы ее легко можем потерять из фокуса, но как только мы лишаемся ее по-настоящему, вот тогда становится жутко. Травмы здесь очень-очень высокий риск. У травмы есть такая тенденция. Во-первых, травму очень легко представить такой воронкой. У воронки нету дна, ты можешь падать в нее бесконечно, там отверстие. И она как бы засасывает, у нее падать внутрь можно бесконечно. Неважно, сколько лет уже прошло после этой войны, 40, 50, ты можешь все равно еще падать в нее. И плюс, поскольку мы все время рассказываем о себе истории, мы как бы сочиняем себя все время заново. С травмой история как будто бы, опять же, по вот этой вот воронке начинает ходить кругом. Она перестает быть линейной. Вот я был таким, я стал таким, я вот хочу вот это, у меня есть будущее, я к нему стремлюсь, я мыслю себя другим, я стремлюсь к какому-то другому себе, мне для этого нужно вот это, вот это, вот это. Такой-то институт, такая-то работа, познакомиться вот с этим. У травмированного человека эта история как будто бы обрывается. Его история личная заканчивается историей, посмотрите, была война, я пережил войну.
И то, что я заметил, работая уже в Риге, то, что эти люди все время рассказывают одну и ту же историю. Одну и ту же историю, как они, что с ними приключилось, что с ними случилось. И мне кажется, очень важно дать человеку перспективу, как бы взорвать эту воронку, чтобы она, может быть, в каком-то этапе снова превратилась в какой-то хаос, но эта линия снова повелась куда-то вперед, к какой-то мечте. Сейчас очень многие люди наверняка живут мечтой вернуться, и слава Богу. Какая-то проекция на будущее должна быть, иначе история зацикливается и обрывается. Может сложиться ощущение, что мы работаем только с детьми, но беженцы не только дети, разумеется. И в одной из таких самых крупных палаток, которая стояла ближе всего вообще даже к границе, то есть ты выходишь, проходишь контроль уже польский, и вот она будет сразу справа. Большая, такие к ней ведут по грязи настилы, такие палеты просто, и ты идешь как плавающий такой пол, и там большая-большая палатка, там раскладушки, сырость, огромное количество волонтеров, дети. К нам из этой палатки вышел мальчик на костылях, встретил нас, мы прошли внутрь, дети, опять же, детские рисунки. И работая между кроватей, между этих раскладушек, одна из клоунесс заметила на коляске немножко так в стороне, как будто бы даже не причастна даже к этому пространству. Сидела на коляске пожилая женщина с таким в какой-то такой в слоях одежды, в шапке, сползшей на глаза. И мадам Толян, клоунесса, подошла к ней, присела к ней, взяла ее за руку. Вторая у нее рука была парализована. И как-то стала с ней разговаривать и танцевать ее ладонью. Мы сразу же всей нашей клоунской бандой окружили ее и просто сели вот так вот в ногах, как будто эта коляска не коляска, а трон. И она сидит, и у нее вот так вот в ногах дети. И я смотрю на нее, и у нее какие-то такие были немного, но очень-очень глубокие такие морщины от глаз, такой застывший рот, полоска такая просто ввалившаяся. И она смотрела на нас так немножко сверху, просто физически. С трона, да. Казалось, она не могла улыбнуться, но в глазах какой-то появился какой-то... Она вдруг увидела нас, и появился блеск в глазах, как будто она вынырнула откуда-то из своей памяти. И я взял уже руку Зины, ее звали Зина, и мы стали танцевать и вести эту коляску, и петь ее имя. И
в 4 голоса просто пели. Мне кажется, было ощущение, что, во-первых, она давно не слышала своего имени. Просто было такое ощущение. И оно вдруг зазвучало для нее не знаю, как колыбельная. Такая Зина, Зиночка. Тебя убаюкивает, ты привыкаешь к своему имени, что у тебя есть имя, что у тебя есть история, что у тебя есть не только эта катастрофа и непонятно где ты теперь и как ты, но с этим именем связана целая жизнь, эти 70 с лишним лет для этого человека. И мне казалось, что ее... То есть она старалась улыбнуться, но по-настоящему не могла. Как вам кажется, чем закончится? Переосмыслением ценностей, мне кажется. Для меня очень важный момент вообще в целом во всей этой катастрофе увидеть, насколько больно может быть человеку просто от фотографии, потому что это говорит для меня о том, что чужая боль может ощущаться как своя, а это зависит от ценности человеческой жизни, человеческой свободы и так далее. Если этих ценностей нету, интенсивность этой боли будет совершенно другой. Ну, как бы все, ну вот там, тут война, здесь война, это нормально. Как бы всегда так жили, всегда так будем. Ну, там, слушай, мне 40, я уже дедушка, вот это вот все. Мы сейчас немножко в другом поле уже живем, где ценности совершенно другие. И после этой войны они должны выкристаллизоваться во что-то еще более чистое и прозрачное, где человеческая жизнь, как жизнь вообще, это высшая ценность. Не человеческая, а именно жизнь как таковая.